займемся промывкой системы охлаждения автомобиля. В интернете огромное количество видеороликов, огромное количество советов, как это можно сделать. Из них множество просто идиотские идеи, прямо так и скажу. К примеру, промывка кока-колы, что это за метод? Либо же промывка с помощью уксуса, непонятно. Есть один простой и очень хороший метод, как очистить систему охлаждения от грязи и накипи. Это промывка с помощью лимонной кислоты. Наверняка каждый из вас чистил чайник от накипи и знает, как она работает. Для этого нам понадобится лимонная кислота, вода, ну и автомобиль. В моем случае ВАЗ-2109. Сейчас мы приготовим лимонную кислоту разбавленную. О количествах и дозировках также поговорим. И зальем в автомобиль. Нам понадобится лимонная кислота. В моей упаковке 200 грамм. О дозировках очень сложно дать какие-то рекомендации. Мы будем, к примеру, 200 грамм размешивать 6 литрами воды. Есть маленькие пакетики лимонки. Ее можно размешивать в меньших количествах. То есть, к примеру, одного маленького пакетика, я не помню сколько там грамм, размешивается на 2 литра воды. Сейчас берем лимонную кислоту и высыпаем в тару. В качестве тары у нас будет вот такая канистра. Наливаем воду в нашу тару. Итак, набрали 6 литров воды в нашу канистру на 200 грамм лимонной кислоты. Здесь есть индикатор на канистре, поэтому очень просто вычислить объем, который нужно налить в канистру. Теперь наша задача хорошо перемешать все содержимое канистры методом взбалтывания. То есть берем канистру и взбалтываем очень хорошо. Лимонная кислота приготовлена. 6 литров воды. Полностью 8 литров мы заливать не будем, так как в системе охлаждения требуется 8 литров до нормального уровня. Сейчас мы аккуратненько заливаем содержимое данной канистры в расширительный бачок и запустим автомобиль. Сказать очень важную вещь. Лимонку лучше разбавлять в теплой воде, чтобы она лучше растворилась и полностью попала в систему охлаждения. Сейчас идем заводить автомобиль. Ну что же, автомобиль завели. Нам нужно дождаться температуры 100 градусов. Это рабочая температура двигателя. Естественно, вы знаете, что температура кипения это 90 градусов. Значит, нашей лимонной кислоте нужно покипеть какое-то время. Дожидаемся рабочей температуры двигателя и оставляем машину рабочей на 15-20 минут. Еще замечательное средство называется соляная кислота. В принципе, ей тоже можно очищать, и даже более эффективно, чем лимонной кислотой. У меня есть видео, где я очищал детали от ржавчины. Можете посмотреть, ссылка будет в описании. В принципе, если залить это средство в нужном количестве, то можно вообще не заводить двигатель, а просто подождать час-два. Вся ржавчина и вся грязь выйдет из двигателя. Это 100%. Абсолютно.
Я еще раз говорю, посмотрите видео и убедитесь в этом сами, как данное средство разъедает ржавчину. Насчет боязни за патрубки им тоже ничего не будет. На резину оно никак не влияет. Я уже чуть-чуть залил дополнительно в расширительный бачок к лимонной кислоте. Сейчас еще немножечко залью в дополнение. Вот, в принципе, прошло 20 минут. Машина работала на холостом ходу. Приблизительно температура двигателя была 90 градусов. Сейчас нам необходимо полностью слить всю воду. Так как время еще к тому же и зимнее, то слить воду просто обязательно полностью. Чтобы залить тосол в чистую систему охлаждения. Снимаем крышку расширительного бачка. Откручиваем сливную пробку на двигателе, которая находится возле коробки. Откручиваем также на радиаторе сливной краник. Если вам его видно, внизу находится. И сливаем всю отработанную воду. Будьте осторожны, вода очень горячая. Сейчас слилось очень много грязи из двигателя. Это означает то, что двигатель действительно промывался. Чтобы слить оставшуюся воду, нам нужно поставить машину либо под большой уклон, передом вниз, либо же полезть вниз и открутить патрубок от крана отопителя, потому что радиатор печки находится выше нижнего уровня охлаждающей жидкости, поэтому в радиаторе печки останется вода. Нам нужно ее слить. Сейчас я полезу, откручу шланг, солью, снимать я это уже не буду. Надеюсь, что данный ролик будет вам полезен. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.